Добрый день, коллеги! Рад приветствовать вас на серии вебинаров Smart Talks, посвященной теме Cloud Transformation. В данной серии мы будем рассматривать такой продукт от Azure, как Azure Sentinel, то есть его основные функции. Пройдемся поверхностно, посмотрим, что он может, какие его плюсы, то есть почему он считается довольно-таки мощным средством для сбора, анализа данных и, соответственно, выполнения автоматического устранения причин возникновения данных инцидентов. Меня зовут Игорь Андрощук, я являюсь клауд-инженером компании Smart Business, работаю по направлению CSP Support, соответственно, поддерживаю наших клиентов в облачных технологиях, именно Azure и Microsoft 365. И сегодня я буду с вами. Все-таки идем дальше. Azure Sentinel на страже вашей безопасности. Так, звучит сильно. Почему? Потому что он может следующее. Изначально, чтобы выполнить какие-либо задачи по автоматизации, например, либо же по поиску и устранению проблем, инцидентов, нам необходимо изначально собрать логи. Этим занимаются дата-коннекторы, которые, в принципе, устанавливаются на конечной точке. В дальнейшем нам надо это все визуализировать, за это отвечает Workbooks, а потом провести аналитику, выбрать именно самые необходимые логи, которые нас интересуют и беспокоят. Потом также мы можем использовать предварительно, в принципе, поиск угроз, хантинг называется. Также мы можем разбирать инциденты очень детально, очень подробно. За это отвечает investigation, изучение. Ну и вишенка на торте – это automation, то есть, в принципе, автоматическое устранение данных инцидентов. Ну и напоследок мы посмотрим, что за комьюнити, сообщество существует и работает с Azure Sentinel. Поехали. Так, Azure Sentinel – это масштабируемое, ориентированное на облако решение для управления информационной безопасностью и событиями безопасности, а также для автоматического ответа с помощью оркестрации операций защиты. Что это означает? Это означает, что Azure Sentinel по сути может собирать все данные в виде логов практически со всех имеющихся источников данных, как в облаке, так и на Земле. И, в принципе, аккумулировать их в единую точку. В данном месте мы можем создавать алерты, то есть анализировать это все, создавать правила для данных логов и инцидентов. И, в принципе, автоматически разрешать проблему, которая привела к данным инцидентам. По сути, Azure Sentinel – это единое решение для всех вышеперечисленных задач. Вот красивая такая информативный красивый слайд. В принципе, Azure Sentinel, как и говорилось ранее, собирает данные с облака. Он может собирать не только с облака, он может с разных устройств, как облачных, так и наземных. Также он выявляет угрозы, которые ранее не удавалось обнаружить, так как у него присутствует серьезная аналитика и процессы выявления, точнее, сервисы по выявлению данных угроз. Также он исследует угрозы с помощью искусственного интеллекта. Это тоже одна из самых главных, наверное, фишек Azure Sentinel, которая, в принципе, очень сильно разрабатывается и продвигается. И оперативно реагирует на инциденты. То, о чем мы говорили, запускаем плейбуки, создаем эти плейбуки, которые, соответственно, решают ту или иную проблему. Изначально, как говорилось, чтобы получить данные
с которыми необходимо будет в дальнейшем работать, нам необходимо подключиться к источнику данных. Для этого Azure Sentinel использует Data Connectors. В перечне, точнее в Azure Sentinel уже есть готовые дата-коннекторы, которые непосредственно подключаются уже к сервисам Microsoft. Это дата-коннекторы, которые подключаются к Microsoft 365, дата-коннекторы подключаются к Azure Threat Protection, Azure Active Directory, соответственно, Microsoft Cloud App Security. То есть все это уже присутствует и буквально заводится с одного клика, то бишь очень просто. Также присутствуют коннекторы, которые разработаны с партнерами Microsoft, то есть коннекторы к сторонним производителям, вендорам, Symantec, Barracuda и тому подобное. Также есть возможность создавать коннекторы. То бишь вы можете создать коннекторы, если вам необходимо, например, подключить то или иное устройство, да, которое, в принципе, не имеет уже готовых коннекторов. Соответственно, еще вы можете также использовать коннекторы мы поговорили, сейчас я пройдусь дальше. Вот, да, более детально я хотел бы остановиться на этом слайде, то, о чем я и говорил. То есть, в принципе, присутствуют коннекторы вот Office 365, да, то есть как бы Microsoft Security Alerts и тому подобное. Также, кстати, вот о чем я еще говорил, можно собирать данные с других облачных провайдеров, такие как AWS, ну и подобные, да, то есть им. И вот наземные, да, то есть, в принципе, источники, с них тоже можно собирать данные. Давайте пройдемся, посмотрим, в принципе, как Azure Sentinel, например, собирает источники данных, ну, например, с инфраструктуры. Мы видим, что, в принципе, если мы используем Collector Proxy, то нам достаточно установить агенты на Windows машинке, либо Linux машинке, не играет роли. В принципе, используя Collector Proxy, мы можем с помощью агентов собирать данную информацию. Также, если мы говорим, как бы, не используя агенты, если мы хотим не использовать агенты, нам необходимо создавать syslog коннектор, сервер так называемый, куда будут сходиться логи, syslog логи, как указано на рисунке. И все будет аккумулироваться, передаваться в дальнейшем на коллектор прокси и уходить в Azure Sentinel. И там, в принципе, обрабатываться. То, о чем я говорил, Azure Sentinel имеет Sentinel REST API, то есть, который могут подключать Barracuda, Symantec. Также присутствуют custom коннекторы. То, что указано, их можно создавать с помощью PowerShell, с помощью Azure App Logic, да, то есть, и, в принципе, можно дополнительно, в принципе, использовать syslog over TLS Express Router тоже для сбора информации. Например, Palo Alto, тоже Linux, в принципе, и используя облачный уже syslog коннектор, да, то есть не наземный, а именно облачный. В принципе, таким образом передается информация с облачной инфраструктуры, то есть все реально. Azure Sentinel может работать с наземной инфраструктурой и очень эффективно собирать данные, обрабатывать их и устранять те или иные, реагировать на те или иные инциденты. Вот мы видим как бы саму панель администрирования Azure Sentinel. Тут буквально пару слов, потому что в дальнейшем у нас будет презентация небольшая. Презентация имеется в виду демо. Так, тут мы видим именно настройку дата-коннекторов. То есть тут уже, по сути, есть небольшой перечень готовых коннекторов.
ну, к одному из данных коннекторов мы уже подключились, это Office 365, Microsoft, да, то есть и собираем данные, да, то есть по SharePoint и по Exchange. В дальнейшем мы более подробно остановимся на теме коннекторов в самом демо. Далее, когда мы получили эти данные, нам бы надо красиво их визуализировать, да, то есть показать всю информацию, да, то есть этих данных, показать, то есть эти данные должны быть информативны. Для этого мы используем workbooks, которые присутствуют в Azure Sentinel, и, соответственно, мы можем выбрать их из галереи, они есть уже готовые. Можем создать свой, как бы, собственный workbook с использованием запросов. В принципе, действительно, когда мы создаем данные workbooks и открываем, мы видим всю картину происходящего на конечных устройствах. Соответственно, очень подробно рассказаны про все, грубо говоря, нюансы, да, то есть, которые связаны с теми или иными инцидентами, да, то есть вся информация аккумулируется и, в принципе, очень красиво отображается в данных workbooks. Так, давайте пройдемте и посмотрим, что... Да, извиняюсь. Так, вот workbooks. Это интерактивный дашборд. Он создан уже из готовых шаблонов. В принципе, мы выбрали это по Office 365, да, то есть данный шаблон, который касается именно того коннектора, про который мы говорили буквально минуту назад. То есть, в принципе, тут мы выбрали информацию за 90 дней, последние 90 дней. Workload и user type у нас, мы выбрали всю информацию. И, соответственно, мы видим основной, как бы, основную информацию, да, то есть на слайде не поместилось, но в демо мы посмотрим, то есть ниже у нас еще есть много интересной информации. Но это еще не все, потому что, как говорилось, в Workbooks можно делать customization, то бишь мы можем изменять параметры того или иного блока workbook и можем, в принципе, усовершенствовать его, да, дополнять, то есть очень широкий спектр возможностей в таком, в принципе, простом деле, как workbooks, да, то есть, но мы уже с помощью запросов можем делать, выполнять серьезные вещи, то есть, так. Дальше у нас идет аналитика. Что собой представляет аналитика? Аналитика нам необходима для того, чтобы вычленить самые необходимые инциденты, да, то есть и запросы, которые нас интересуют со всего потока логов, которые были собраны с конечных устройств. То бишь с конечных устройств вам могут приходить гигабайты, а то и более, то есть как бы, ну, гигабайты логов, да, то есть очень огромное количество, да, то есть объемы информации. И именно чтобы не засорять этой информацией наше пространство, да, то есть и вычленить только то, что нам необходимо, Azure Sentinel используется так называемая аналитика, да, то есть с помощью этой аналитики мы можем создавать именно правила на основе, опять же, запросов, которые будут реагировать только на соответствующие инциденты. Правила, опять же, все очень user-friendly у Azure Sentinel, потому как уже Azure Sentinel имеет 100 встроенных правил аналитики, которые вы можете изначально уже задействовать. Также вы можете создать свои правила, используя запрос KQL. И, в принципе, в данных аналитических правилах, да, вы можете уже задавать возможность использования
автоматизации, да, то есть использование плейбуков, которые заранее, конечно, вы настроите. Справа мы видим окошечко аналитики. Действительно, тут уже есть некоторое количество активных правил для анализа инцидентов. И также, видите, есть rule templates, в принципе, то, о чем я говорил. Можно выбрать, настроить именно под себя. Это мы уже видим сами инциденты, которые были выбраны, которые были созданы на основе тех аналитических правил, которые мы с вами задали. Да? То есть только сюда попадают только инциденты, которые были созданы на основе аналитических правил. То есть только они. Вся информация не попадает сюда, все инциденты не попадают, поэтому нам нужна, в принципе, то, о чем я и говорил, такая глубокая аналитика, чтобы именно получить то, что нас интересует. Соответственно, в поле инцидент попадает именно эта информация. В дальнейшем есть еще такая интересная фича в Azure Sentinel, это именно hunting, поиск угроз. Это означает, что можно запустить данный поиск угроз, чтобы выявить заранее проблемы, которые у вас присутствуют в вашей корпорации, и именно на основе тех всех логов, которые вы получили. То есть заранее можно выявить данные проблемы до создания алертов, да, на основе рулов. То есть с помощью хантинга мы сможем это сделать. Имеется в виду, хантинг обладает набором правил, сценариев, я бы сказал, которые запускаются для того, чтобы выявить данные угрозы. Их также можно кастомизировать, в принципе, под себя. Поэтому очень мощная фича, и, в принципе, надо ей пользоваться. Хотя бы для того, чтобы проверить, насколько имеет ваша организация, да, то есть конечное устройство, какие-то уязвимости, да, то есть на которые вы ранее не обращали внимания. Вот, мы можем глянуть с вами, да, то есть представление, что из себя представляет именно хантинг, да, то есть поиск угроз. Вы видите query, то бишь запросы, которые можно, в принципе, скопом выбрать все и запустить. И посмотреть, в принципе, что получится, какую информацию мы получим, чтобы в дальнейшем потом среагировать. Investigation. Очень интересная фича от Azure Sentinel. Это подробно разбор инцидентов, которые произошли, да, то есть, соответственно, мы можем проследить связь между оповещениями, закладками и объектами, да, то есть просмотреть временную шкалу, да, связанных предупреждений, событий, закладок. Ну, то есть получить в целом глубокое понимание связанных сущностей, да, пользователя домена и тому подобное. То бишь, это все нам дает investigation, исследование. Вот какой вид имеет данное исследование, да, то бишь на примере одного из инцидентов, то есть как оно выглядит, то бишь мы видим какой-то из инцидентов, да, то есть средней важности, там, критичности, да, то есть и видим связи небольшие. Но это не все. В дальнейшем демо покажу, как это все раскручивается, как эта цепочка вся раскручивается, что в принципе и есть предназначением investigation, чтобы найти первооснову, причину, да, то есть данной проблемы. И напоследок вишенка на торте — это, в принципе, automation, да, то есть автоматизация. Это создание плейбуков для автоматизации процессов, да, то есть автоматизации, автоматизированного решения проблем, связанных с тем или иным инцидентом.
Опять же, мы можем выбрать данные плейбуки из огромной библиотеки, которая постоянно наполняется, да, то есть HTML очень сильно развивается, соответственно, все более и более дополняются данные плейбуки, создаются новые. Также используется 200 плюс, даже как указано, встроенных коннекторов, то есть можно их использовать для того, чтобы подключаться к ресурсам, на которые мы будем, на которые плейбуки будут отрабатываться. И плейбуки можно сразу же запускать с алертов, которые нам приходят, и также я вам покажу, можно их запускать из investigation, да, то есть с исследовательской среды, когда мы разбираем то или иное происшествие глубоко, детально. Тут, в принципе, да, что я хотел еще сказать, что Automation, он базируется на Azure Logic App, да, то есть на Azure Logic Apps, то есть изначально надо создать Azure Logic Apps и потом уже создавать плейбуки. Вот, в принципе, классическая версия, да, то есть классический вариант, как это все выглядит. Присутствуют 3 стадии, да, то есть по классике для данного плейбука первый integration, да, то бишь интегрируется с ресурсом, платформой, на которой необходимо выполнять плейбук. Потом указываются рабочие процессы, и response, в принципе, указывается, что необходимо делать при возникновении уже инцидента, да, то есть получение информации, указывается, что необходимо делать. Это может быть, если мы рассматриваем обыкновенный вариант на уровне, например, пользователь, пришел алерт, что пользователь заходит, например, не с Украины, да, то есть подключение идет, например, я не знаю, с Китая, да, то есть или из других стран. Соответственно, это уже возникает инцидент, на который реагирует этот плейбук, и, соответственно, в решении данной проблемы мы можем выбрать, либо мы просто блокируем данного пользователя, либо мы запрашиваем МФА, да, то есть еще повторную аутентификацию, и в таком вот формате. То есть вот что из себя представляет Automation. Хотя его возможности очень велики, потому что данные процессы автоматизации, их можно масштабировать. Да? То есть, если вы видите, можно добавлять и добавлять блоки, которые отвечают за workflow, которые отвечают за response. Да? То есть, в принципе, масштабируемость данного продукта, точнее данной фичи, то есть она очень велика действительно и сильно развивается. По комьюнити, так как этот продукт очень сильно развивается и необходима поддержка, присутствует довольно-таки сильное сообщество по Azure Sentinel, где вы можете узнать, получить информацию о том, как работать с данным продуктом, где брать информацию, с чего начать. И также вы можете использовать GitHub, в котором вы, вот на следующем слайде, вот есть Azure Sentinel, GitHub, где вы можете уже получить огромное количество готовой там, плейбуков, да, то есть алертов, например, запросов, которые вам очень необходимы, да, то есть и вас интересуют. Поэтому обязательно пользуйтесь данным источником данных, да, то есть GitHub, и, соответственно, это будет вам только в помощь. Так, демонстрация. Сейчас пойдем к демонстрации. Так. Вот моя подписочка. Так. Для того, чтобы начать работать с Azure Sentinel, необходима подписка в Azure. Можно использовать реальную версию подписки для того, чтобы попробовать, что это из себя представляет. В принципе, ничего тяжелого там. All Service.
Azure Sentinel. Вот, в принципе, у нас он сразу появляется. Проваливаемся туда. Ну, изначально создаем workspace. У меня уже создан workspace, ничего тяжелого. Добавить. И, в принципе, create new workspace. Сразу он создается. Мы проваливаемся. Так как я повторяюсь, у меня уже все создано. И давайте пойдем по порядку. Вот, в принципе, интерфейс, который вас встречает, когда вы заходите в Azure Sentinel. Тоже очень информативный, все очень понятно, доступно. Первое, о чем мы с вами говорили, это коннекторы, Data Connectors. То, с чего стоит начать при настройке. Overview – это уже если вы все настроили, у вас все красиво, вы можете получать информацию, да, то есть по вашим инцидентам, смотреть их, разбирать, там, выбирать, что вам необходимо. Но поехали по настройке. Data Connectors. Data Connectors, вот вам видно уже на экранчике перечень шаблонов, которые присутствуют. Готовых, не шаблон, а именно готовых коннекторов, которые присутствуют, которые вы можете подключать. Очень все просто подключается. Например, у меня уже подключены вот эти вот шаблончики. Я с вами сейчас просто подключу один из вариантов. Например, у меня есть, я покажу на основе, так, Office 365, вот. У меня, в принципе, подключен SharePoint и Exchange. И по аналогии SharePoint и Exchange я подключу Teams. Это превью, да, то бишь это только вот свежее. Но вот таким образом идет подключение к Office 365. Вот, подключил. Все отлично. Хочу еще обратить ваше внимание, что очень интересно, и вам будет попервой необходимо, это вот вы обязательно перейдите на Next Steps, да, то есть когда вы переходите на Next Steps, вам уже сразу идет огромный суппорт, да, помощи, что вам необходимо сделать. Вот Workbooks, вы можете добавить спокойно Workbooks. То есть Save. Сделаю вот на примерчике. У меня его не было, вот я засейвил, все отлично, теперь он у меня есть. Опять же, вернемся. Так, есть вот workbooks, можете добавить. Посмотреть самые простые запросы, как формируются. Посмотреть темплейты по аналитике, которые предпочтительны, да, то есть вы можете их создать, да, то есть, и, соответственно, уже ими пользоваться. Поэтому обязательно смотрите вот данную сторону, Next Steps, данное меню, и это будет вам большой суппорт для начала работы с Azure Sentinel. Если мы говорим про наземную инфраструктуру, например, то, в принципе, нам необходимо устанавливать коннекторы. Точнее, не коннекторы, а агенты. Агенты, необходимо устанавливать агенты. Ну, давайте Security Events. Давайте посмотрим. Если не ошибаюсь, тут есть этот вариант. Вот, да. То есть вот мы видим, что можно установить агенты. Устанавливаем агенты, подключаемся и получаем информацию на Azure Sentinel. Опять же, проверяем Next Steps, что нам предлагает. Очень интересно еще, сейчас я вам покажу Azure Active Directory, если это тут. Если это тут. Так. Да, смотрите, коллеги. Ушел далеко. Назад. Опять же. Обращайте внимание на требования, которые предъявляет тот или иной коннектор. Да? То есть видите, чтобы подключиться Azure Active Directory, надо иметь подписку Azure Active Directory P1 либо P2 премиальную, ну, соответственно, права. Вот. Это все требования, на которые надо обращать, потому что у вас это все не заведется. Ну и, соответственно, мы видим тут эту всю информацию. На некоторых коннекторах мы видим уже, сейчас я вам покажу, найду только.
Да, вот сразу можно создавать инциденты, да, то есть рекомендуется, ну, включать, они уже созданы, их включаете, и, соответственно, пойдет информация по данным инцидентам. Так, все тут понятно, все красиво. Ну, с коннекторами, в принципе, понятно. Можно использовать шаблоны, можно свои создавать коннекторы. Далее мы идем Workbooks. Workbooks – это наша, можно сказать, визуализация, да, дашборды наши, интерактивные дашборды. Соответственно, у нас есть перечень огромный темплейтов, уже готовых вариантов по Workbooks. Также мы можем создавать свои воркбуки. Я уже добавил себе иное количество воркбуков, выбрал из темплейтов. В принципе, давайте вот этот, наверное, воркбук возьмем. Office 365. View Saved Workbook. Это с учетом того, если вы, конечно, сохранили данный workbook, всю эту информацию. В данном случае у меня он не сохранен, мы можем его кастомизировать. То есть в данном случае я оставляю 90 дней, выбираю абсолютно все. OneDrive, SharePoint, Exchange. И тут тоже выбираю все. Так. И получаю такую вот интересную картинку. Показывает всю информацию. То есть вот, ниже пошло. То есть еще больше информации он нам покажет. Ну, то, о чем и говорилось, интерактивный дашборд. Также мы можем их кастомизировать. То, о чем тоже упоминалось ранее. Делаем edit. Sorry. Давай, наверное, думает. Да. Извиняюсь, немножечко не так быстро. Да, вот мы видим, возле каждого такого дашборда имеется возможность его редактировать. Нажимаем Edit. У нас появляется форма запроса, с помощью которой создан данный дашборд, и мы можем его редактировать. В принципе, подстраивая полностью под себя. Ну, тут мы ничего редактировать не будем. Так, все красиво. Также можно создавать свой ADD Workbook. То есть, так, тут уже создано мною. В принципе, сейчас мы это удалим все ненужное. Угу. Так. Угу. И вот, в принципе, мы выбираем, как мы хотим создать workbook. На основе запроса в основном много вариантов, то есть много информации по этим запросам. Вы тут сможете спокойно создать свой workbook, и в дальнейшем он интегрируется в вашу систему workbook'ов, чтобы отображалось то, что вас интересует. Далее, после аналитики, точнее после workbook'ов, у нас следует аналитика. Аналитика – это то, о чем я говорил. Мы создаем правила специально именно под тот или иной инцидент. То есть нас не интересуют все логи, нам надо выбрать со всего моря, да, то есть как бы логов, с огромного объема логов, то, что нас интересует. Соответственно, мы используем аналитику. Уже присутствуют готовые темплейты, то есть правила, да, то есть готовые, которые вы можете использовать, кастомизировать, как вам угодно, и создавать их. В принципе, что из себя представляет? Ну, Fusion – это встроенное правило,
Сейчас. То есть что оно из себя представляет? Вот, в принципе, создаются такие запросы. Правила, статус, какой сервис, фильтрация. Ну и все, он создается, да, то есть это очень просто. Вот более такой серьезный вариант. Тут присутствует запрос. Да, то есть, опять же, создается, точнее, устанавливается важность, в принципе, приоритет, высокий, средний, низкий. Потом сам query, запрос. Добавляется еще дополнительная, если необходимо, информация дополнительная в формате аккаунта, IP-адрес и тому подобное. Выставляем рамки, то есть шедулера, информацию. Так, дальше. И тут мы можем, кстати, добавлять так называемые плейбуки, то, о чем было ранее оговорено. То есть вот он проверяется, говорит, что все у нас корректно, красиво, сохраняем. После этого, как мы создали правила для аналитики, по этим правилам отсеиваются все логи и, соответственно, выбираются те, которые нам необходимы, и создаются инциденты. Вот перечень инцидентов, которые создавались, в принципе. Ну, это на основе одного правила, то есть как бы тестовая среда, поэтому мы видим по данному инциденту, какого продукта это касается, да, то есть какой уровень такой значимости, да, то есть важности. Это у нас средний уровень, по-моему. И, соответственно, мы можем тут уже делать исследования. На основе этих инцидентов мы сейчас с вами сделаем исследование, да, то есть как бы этого инцидента. Ну, возьмем данный инцидент. В правом нижнем углу у нас присутствует кнопочка как Investigate. Исследование. Мы проваливаемся сюда и видим нашу красоту. То есть визуализация присутствует. Еще красиво можно это все развернуть. Но когда мы нажимаем, да, то есть на сам инцидент, сейчас он прогрузится, мы можем получить информацию. Вот. Что у нас произошло, что ему не нравится, когда это произошло, с кем это произошло. То есть, и, соответственно, мы сразу можем использовать Playbooks, то, о чем тоже было ранее оговорено. Можно использовать сразу Playbooks. Как расширить поиск в исследовании? Когда мы нажимаем, вот, например, на нашего пользователя и идем дальше. У нас происходит такая магия. То есть нам очень подробно раскрываются все нюансы по данному инциденту. То есть вся информация у нас есть. То есть мы таким образом можем дойти до вот именно до конечной точки, да, то есть найти, с чего это все началось, да, то есть и первопричину данного инцидента. Сейчас он думает, прогружается. Вот. Вся красота рисуется так. Так. Можно это все так красиво расставить. Эстетично, красиво. Так. Дополнительно. Так. В принципе, вот такую вот информацию мы можем получить с вами по данному инциденту.
То, о чем говорилось, это таймлайн, да, то есть временные рамки. Вот, мы можем по данным временным рамкам посмотреть эти отрезки, да, когда это все происходило. Вот тоже интересная информация. Вот мы видим, что именно в этот период происходило это действие, в этот период происходило следующее действие, в этот период происходило следующее действие. И то есть по временным рамкам и по очередности этих действий мы опять же идем и ищем первопричину, что являлось созданием данного инцидента. Очень хорошая вещь, то есть очень интересная, то есть разобраться в ней и, в принципе, применять в дальнейшем плейбуке, это будет сильно. Далее мы идем, ну так, буквально просмотрим чуть-чуть это hunting, да, то есть как бы поиск угроз. Просто покажу вам, как это выглядит. Вот эти все так называемые запросы, которые можно запускать, в принципе. Можно все запустить, можно по очередности запускать, то есть то, что вас интересует. Вот они уже созданы. Можно создавать запросы и делать так, и выполнять так называемую упреждающую, да, то есть упреждающий поиск инцидентов и каких-либо сбоев. То есть вот что из себя представляет этот вот хантинг. Да, то есть такая вот интересная, мощная штучка. Потом давайте глянем вот на плейбуки наши, автоматизацию, да, которая зависит. То есть, в принципе, тут мы добавляем плейбук. Вот у меня уже есть пару созданных. То, как я вам говорил, у нас присутствует огромное количество, ну, достаточное количество темплейтов, с которыми мы можем уже создавать какие-либо автоматизованные, в принципе, плейбуки и выполнять автоматизацию, да, то есть автоматическое устранение сбоев. Ну, давайте какой-то такой возьмем. Сейчас. Ну, все равно, я думаю. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Так, давайте этот возьмем. Здесь темплейт. То есть он так вот присутствует. Конечно, нам изначально надо подключиться к нашим ресурсам. После подключения к нашим ресурсам в дальнейшем у нас следует дополнительные, грубо говоря, действия. То есть это такой пример. Сейчас посмотрим, что у нас еще есть интересное. Не забывайте, что вы самостоятельно можете создавать плейбуки. Как это выглядит, это конструктор, да, то есть сейчас я посмотрю изначально что-то другое, да, то есть, ну, давайте более блоковую такую схему поболее возьмем. Ага. Нет, тут опять же только через подключение изначально. Сейчас обратно. Так. Ну, сейчас. Так. Ну, это просто у нас. Ладно, не будем заморачиваться. В принципе, можно глянуть, там все это есть, пересмотреть все темплейты. Но также можно создать свой плейбук. Присутствует конструктор, с помощью которого вы можете создавать данные плейбуки. New step. Пошло-поехало. То есть как бы new step. Выбираю поочередность. То, что вы хотите, чтобы выполнял при том или ином инциденте, в принципе, будет реализовано. Это то, что касается плейбуков. И так, в принципе, на демо тут все, что я хотел показать. Конечно, тут вы смотрите, есть еще информативные такие блоки, меню, вот News and Guides. То, о чем я говорил, вот Teams недавно был добавлен, да, соответственно, коннектор, который мы только что подключили. Соответственно, вот информативная
такая информативный срез, да, то есть что нового появляется, внедряется именно в Azure Sentinel. И они довольно-таки, если вы видите, свежие поступления, да, то есть свежие продукты, да, то есть, соответственно, над ними действительно работают. И вот у нас еще есть комьюнити, да, то есть тоже вы можете это все почитать, зайти to Azure Sentinel. Комьюнити, это имеется в виду, нас на GitHub перекинет то, что я вам показывал. Вот, тут вы действительно можете, ну это кладезь, в принципе, темплейтов, которые вы можете спокойно юзать, да, то есть для того, чтобы работать с Azure Sentinel. Хочу вам еще рассказать именно пару моментов об комьюнити. Ну, тут, в принципе, все, то, что я хотел вам показать. Это самые такие основные, можно сказать, фичи Azure Sentinel. Вот полезные ссылочки, да, то есть, конечно, непосредственно полезная ссылочка – это Microsoft Docs, то есть классические, то есть документы, то, что там написано, значит работает. То есть это такое правило, аксиома, да, то есть что то, что там написано, это работает, можно спокойно использовать и работать с этой документацией. Также есть очень интересные Microsoft Tech Community, вот данная ссылочка. Угу. Такое. Вот так вот. Сейчас все. Оно откроется. Угу. То есть, по сути, все специалисты, которые начинали и уже плотно работают с Azure Sentinel, рекомендуют данную ссылочку, потому что тут собрано все. То бишь все ссылочки на как начать, да, то есть с чего начать, где информацию почерпнуть, дальше по шагам, что вас интересует, что вы хотите почерпнуть вот именно в автоматизации, почерпнуть именно в изучении инцидентов, да, то есть создание алертов, то есть как бы и workbooks, да, то есть все это можно получить, просматривая данную ссылочку, то есть как бы данный ресурс. Все его рекомендуют. Просьба, в принципе, обратить внимание, потому как тут собрано все, да, то есть куда посмотреть, что сделать, с чего начать и тому подобное. По стоимости еще можно сказать в пару слов, так что из себя представляет стоимость Azure Sentinel, да, то есть за что вы платите в Azure Sentinel. В Azure Sentinel вы платите за трафик на самом-то деле, то есть за объем, не за трафик, а за объем логов, который поступает в Azure Sentinel. То есть, так, объем логов, да, то есть вы гляньте, пожалуйста, на сайте Ажура, да, то есть там есть эта информация подробно, то есть вы можете там все это глянуть, сколько долларов вы платите за какой объем, да, то есть какой прайс за какой объем, там все это написано. Я хотел просто сказать один момент, что, например, вот для начала тех, кто не хотят платить денежку, да, то есть пока вот есть некоторые логи, которые, грубо говоря, не учитываются, да, то есть из-за них не взимается как бы плата. А именно вот один из таких важных логов – это Office 365. То есть за Office 365, в принципе, за Exchange, сейчас не туда зашел, чуть, по-моему, ниже, ага, вот. В принципе, за Exchange и SharePoint точно вот у меня логирование происходило за довольно-таки долго, да, то есть месяца 2 уже, то есть за это у меня плата не снималась. Правда, всегда мониторьте эту функцию, потому что все может измениться, да, то есть в нашем мире, и, соответственно, Microsoft может все поменять, и, соответственно, уже это будет платно. Ну и определенные логи еще Azure AD, тоже там они есть бесплатные, но именно если мы говорим про логи вот, аудита и логи входа, да, то есть как бы sign-in logs, они платные. Поэтому вот обращайте на это внимание, предварительно изучите документ по данной ссылочке,
как зайти именно в этот чудесный продукт Azure Sentinel. Ну и в принципе хочу всех поблагодарить за то, что послушали, поучаствовали. Всем хорошего вечера, всего доброго. Спасибо.